моя любимая сосиска в тесте. Всем привет! Добро пожаловать на новый влог. Я так давно не снимала влоги, на самом деле, аж непривычно брать камеру на людях и что-то говорить. И сейчас я в аэропорту, наверное, вы уже поняли по названию, я лечу в Осло к жениху. На самом деле, вначале я думала не снимать, так, куда мне? Вначале думала не снимать влог, но потом подумала, кто знает и, наверное, кто смотрел мой предыдущий влог, я хожу замуж. Мы сейчас с моим женихом очень-очень усердно готовим наши документы, чтобы официально я смогла переехать в Норвегию. И поэтому я решила, это все равно одна из наших последних трипов, как мы встречаемся на расстоянии. Поэтому я подумала все-таки эти моменты сохранить и снять влог. Ой, мне кажется, мне лень краситься, поэтому я не буду краситься. Я еще взяла в венском такс-фри подарок. Вот такую вот шоколаду из Вены. Тут написано вот Вена. Самые популярные, вкусные. Я уже в Осло. Мне кажется, это уже традиция брать вино в такс-фри, когда приезжаю в Норвегию. И сейчас я выбрала вот такое вот вино, 3 литра. Первый раз, кстати, беру такое вот большое. Но у родителей моего жениха часто дома есть всегда вино. Вот такой вот коробочки. И я точно не помню название бренда в целом, как она называется. Знаю, что она такое темное, вот так вот темное выглядит. А тут есть светленькие, тоже в такой же коробочке, но светленькие. Но я помню, что это было темное вино. То есть именно коробочка. Поэтому я рандомно просто на глаз взяла вот такое вот вино. То Масси называется, красное вино. Просто для нас на вечер, не знаю. Вот мы очень любим вино. А во-вторых, еще хотела взять бутылку вина для друзей. Про это я попозже расскажу. Но мы на этой неделе собираемся в другой город к друзьям в гости. Вот я уже взяла шоколадку из Вены. Я вам уже, по-моему, рассказывала и показывала. Вот. И сейчас нужно найти еще бутылку вина. Скорее всего, я буду спрашивать, потому что я не знаю, что брать. Вот, и мне уже нужно бежать. A few moments later. Ну что же, ребята, мы уже приехали домой. Жених меня встретил. На улице жарко, но не настолько, как в Вене. Потому что вот сейчас я вам покажу даже, сколько в Вене и сколько в Осло. Вот, в Вене 31 градусов и feels like 33. А в Осло, сейчас... В Осло 25, а feels как 25. Поэтому, ну, не так жарко, как в Вене, но все равно жарко. Погода очень классная, и вид очень классный. Вот мой жених мне часто говорил зимой, что Осло очень красивый город именно летом. Мне кажется, везде так. И вот реально я была несколько раз зимой, и сейчас впервые летом, и реально город такой зеленый, что я заметила. И вот даже сейчас вид из окна, как будто он очень другой. Смотрите. Красота. Еще облака такие сегодня красивые. Вот. И сейчас мы пойдем покупать что-нибудь из еды. Он у нас покупает, кстати, билеты на матч.
Норвегия играет на следующей неделе во вторник, и мы хотим вживую посмотреть в стадионе, болеть за Норвегию. Конечно, если получится взять у него билеты. А еще, смотрите, он передвинул кровать. Кровать до этого стояла вот так вот, кто помнит. А сейчас она вот так вот. Мне кажется, так даже лучше. Смотри, такой лежишь, что-нибудь кушаешь, а тут такой красивый вид. И здесь у него вот компьютер. Вообще, мне кажется, идеально. Привет. Привет. Samsung. Екельбек. Я. Ты у меня во влоге. Привет тебе. Привет. С кем ты? Во влоге камера, привет тебе, Ватсон. Мы заказали еду с этого ресторана онлайн и сейчас пришли забирать. Каждый раз, когда мы разговариваем по телефону, каждый вечер, он частенько заказывает с этого ресторана, это возле его дома. И мне было каждый раз интересно, какой он на вкус. И вот сегодня мы решили взять на ужин с этого ресторана. И мне очень интересно, мы взяли мандушки и мешки. Манты, жареные манты и чикен. Чикен, он сказал, что это похоже как корейский чикен. Но мы посмотрим. Я прям очень... As you said, it's good, so I'm very, very excited. It's okay. You said it's good. Yes, it's good for a place that you have right next door. Окей. Кто помнит с предыдущего Осло влога, я снимала его двор. И зимой было по-другому, и сейчас так красиво, очень много зелени, очень красиво. А зимой было, как будто пусто, что ли. Вау, но выглядит очень вкусно. Thank you. Much later. Ребята, угадайте, сколько сейчас время? Вот раз, два, три. Сейчас ровно 11 вечера, то есть ночь. И солнце не садится. Я думала, сейчас время примерно 7-8 вечера. Я в шоке. Early the next morning. Так, не видно. В общем, Wow. так, ребята, мы сейчас выходим в город. Точнее, where are we going? Всем привет! Вчера я снимала вам ночью видео, где было очень светло, в 12 часов ночи, либо в 11 снимала, но примерно закат был примерно 12:30, и мы легли примерно к 2 часам, и было как будто такое ощущение, что сейчас будет уже рассвет, и было такое ощущение, что я всю ночь смотрела дорамы, и под утро ложусь спать, хотя только 2 часа ночи. Это было очень странное ощущение, и мы просто закрыли шторы и легли спать. Сегодня я проснулась очень поздно, как обычно. Он работал дома, и потом мы покушали. Я монтировала свое видео на YouTube про ВНЖ, про продление. Если что, обязательно смотрите.
на остров, и буквально это заняло от центра города всего 5 минут на паромах. И, как я поняла, на внутреннем Осло-фьорде есть несколько островов, куда можно попасть через вот эти вот паромы. Я уже снимала их, и это бесплатно, потому что на них тоже действует проездной, которым вы пользуетесь транспортом именно вот в городе. Вот, и это занимает, как я уже сказала, от центра города всего 5 минут. Это реально было очень быстро. И здесь есть пляж, природа, можно грилить, можно делать кемпинги. Только вот в этом острове, куда мы сейчас приплыли, здесь нельзя делать гриль и кемпинг. Тут только вот пляж получается, есть вот природа, лес. И очень классно, то есть это буквально вообще как будто бы, не знаю, другая страна, не город, чтобы вот уехать от этого вот шума городского. Очень классно, в общем, приехать с семьей, с друзьями, просто отдыхать и даже делать пикники. Жаль, что у меня нет сейчас моего бланкета, который в Вене. Вот, я обожаю делать пикники. И сейчас мы хотим просто ознакомиться с этим островом, посмотреть пляж, возможно, чуть-чуть хоть ноги намочить. И потом мы, скорее всего, пойдем, наверное, в какой-нибудь ресторанчик, кафешку и посидим. Это очень классно, мне очень нравится. Здесь вообще абсолютно другой вайб, абсолютно другая атмосфера. Он изучает историю этого острова. Вот. Shall we go? Yep. There to touch it. There to touch it. You look suspicious. Is it dangerous? No. I will not die. Good. Ребята, вам видно или нет? Смотрите, как это классно. Не знаю, видно или нет. Ой, там вот пляж получается. В общем, ребята, это так классно. Здесь не так много людей, люди загорают, кто-то читает книгу. И я увидела одну девушку, которая читала книгу от Агаты Кристи. Я недавно, если вы подписаны на мой телеграм, я говорила о том, что я сейчас очень активно читаю почти все книги от Агаты. Я уже прочитала 2 книги за последние 2 недели. Вот, и мне очень нравятся детективные книжки. И я так подумала, блин, так классно, я тоже хочу просто лежать, загорать, купаться и читать книгу здесь, лежать и есть что-нибудь вкусненькое, и выпить там, не знаю, лимонада. Мне кажется, это было бы очень классно. И знаете что? Мы решили завтра обратно вернуться на этот остров. Только мне нужно будет завтра с утра сходить, пока он будет на работе, купить купальник. И сегодня мы сейчас по дороге домой зайдем в Ikea и купим себе пледик на завтра. И вот мы решили обратно вернуться, потому что это так классно, просто лежать и отдыхать. Мы сейчас просто вот так вот сидим, отдыхаем. И еще я с собой не взяла из Вены солнцезащитный крем, потому что он у меня был только большого размера, его бы у меня забрали в аэропорту, поэтому из-за того, что мы не намазюкались солнцезащитным кремом, я сейчас очень боюсь сгореть. Вот, сейчас мы уже пойдем, скорее всего, в кафешку на этом острове, посидим там, почилим чуть-чуть, и нужно еще купить солнцезащитный крем, чтобы завтра вернуться сюда. Вот, классно. В общем, мы нашли один ресторан, вот этот вот зелененький, но мы не знаем, как туда попасть. Буквально только те, у кого есть вот лодки, они могут попасть туда, но вот отсюда вот нет вообще никакой дороги, чтобы попасть вот туда. Еще без понятия как. Much later. В общем, ребята, оказывается, на их официальном сайте написано, что если вы часть их какого-то комьюнити, те, у кого есть вот эти вот лодки,
только вы можете попасть в этот ресторан. Ну, окей. Что ж. Мы уже приехали в центр города, в IKEA, и сейчас хотим найти какой-нибудь красивенький пледик. И он еще хочет себе купить вот такой вот столик для кровати. Мечта. Вы только посмотрите, сколько пыли я привезла с острова. Ужас. Мы уже пришли домой, я вам уже показала, что мы взяли из IKEA, и на вечер мы взяли перекус, тапас. В общем, это тапас, это разные закуски. Тут у нас колбаски, сыр и оливки, по-моему, тут то же самое. И еще взяли солнцезащитный крем, только я не нашла 50+, нашла только 30+, поэтому взяли вот 30+ на завтра. И осталось только завтра найти купальник. Я очень надеюсь, что я найду, потому что завтра он собирается в офис, и я собираюсь как раз в центр, где его офис находится, и найду уже вот по дороге к нему на работу купальник, и мы сразу потом поедем вместе уже сразу в остров. Поэтому я очень надеюсь, что я найду завтра быстро купальник. Всем доброе утро! Чтобы вы понимали, погода сегодня такая вот. Всем доброе утро. Я буквально 5 минут назад встала, поэтому такая опухшая. Ребята, сегодня погода что-то не очень. Нету солнца, и целый день показывает, что не будет солнца. В общем, я сейчас решила все-таки пойти в центр города за купальником, посмотреть, потому что мы либо все равно сегодня поедем, либо в воскресенье, потому что, как я уже говорила, что сегодня почему-то погода не солнечная, куда-то солнце уехало, видимо. Вот, и... Боже. Вот, пока он работает, вот думаю сходить в центр, и еще все равно сегодня у нас были планы на вечер, потому что сегодня играет Норвегия с Францией, не помню с какой страной, но в общем играет Норвегия в футбол, и мы вечером собирались смотреть матч дома, а во вторник мы уже будем смотреть в стадионе. У нас, кстати, получилось купить билеты, я говорила, не говорила, вот. Короче, у меня уже нет фаундейшена, видимо. Это очень классно. Мы хотели купить еще тапас, какой вот вчера я вам показывала. Тапас — это разные виды снеков. Тапас вообще, по-моему, с итальянского названия, когда у тебя на столе разные блюда, то есть полноценные блюда, не снеки, а блюда. Вот, но мы называем еще это как снеки тоже, когда ты покупаешь разные виды снеков, и вот тоже тапас. Сегодня вот будем делать еще стейк дома. Он мне обещал сделать стейк мне. И вот, все равно были планы в целом, поэтому думаю, не страшно, если мы не поедем сегодня на остров, потому что все равно мы поедем в воскресенье. Я не стала сильно прям краситься, потому что я все равно буду сейчас в очках. И еще вот думаю сходить в местный магазин косметики и взять, ну не взять, посмотрим, если понравится, не понравится, фиксатор, потому что я никогда в своей жизни не пользуюсь фиксатором после макияжа. Я в последнее время очень часто вижу в ТикТоке разные видео, как важно использовать фиксатор после макияжа, бла-бла-бла. И я знаю, что это маркетинг, но тем не менее, все равно, мне кажется, было бы лучше использовать фиксатор, но мне не нравятся опции, которые есть в Вене, в венском магазине, в Бипа, в Дием. Я смотрела, и вот, я вот думала сходить в местный магазин и посмотреть, какие здесь есть. Вот, и мне еще нужно купить гель для бровей, он у меня закончился.
но я не успела купить его до отъезда в Осло. И вот думаю, раз я уже здесь, может купить здесь, попробовать что-нибудь новенькое. Вот. Вот эта вот плойка самая моя любимая, хотя у меня есть Dyson, но Dyson вообще не держит мои волосы. Мне кажется, Dyson это просто скам. Но вот эта вот плойка, она, не знаю, сколько стоит, она очень была дешевая. Я покупала, когда была в Казахстане в Wilders. Вот так вот она выглядит, она очень классная. И вот я полностью укладку делаю в течение 5-7 минут, вот буквально. Потому что вот одну прядь она делает за 15 секунд, и вот такие вот локоны вот выходят. Я потом, когда они уже остужают, я их просто руками распределяю, и потом выходит очень классная укладка. Я ее просто беру везде. Куда бы я ни поехала, я всегда беру ее, потому что, как я уже говорила, с ней очень быстро делать укладку, очень красиво получается. И вот в целом, буквально за 5-7 минут реально. Все, вот так вот это все вышло. Я сейчас это все чуть-чуть пусть остудится, и я буду руками вот так вот распределять, и будет очень красиво. В общем, ребята, вот так вот. Классно, да? Мне очень нравится укладка в целом. Смотрите, вот. Так вот. Так вот. В общем, вот такой вот образ. Белые джинсы, черные лоферы, жилетка, которая уже лет, не знаю, 4-5 точно есть. Кстати, мой аутфит Zara, лоферы and Other Stories, Mango, вот это вот Wilders. Кто на меня был подписан, когда я еще жила в Корее, я снимала часто у себя в подъезде Outfit of the Day. У меня был очень красивый подъезд, и я всегда снимала там свои луки каждый день в Инстаграм в основном. И я просто здесь снимала сейчас, и я вдруг поняла, что мне очень нравится вот эта вот именно эта локация для моих аутфитов. Если бы у меня был тоже в дормиторе тоже классная локация. Ну, хотя у нас есть тоже классная локация, но просто очень много людей, потому что студенты. А во-вторых, темно иногда. То есть не так хорошо падает свет, поэтому, к сожалению, не получается. Но мне здесь очень нравится. В общем, ладно, пошлите. А еще дверь открывается, смотрите. Вот так вот. И потом сама закрывается. Та-дан! Я не люблю, когда все друг на дружке вот так вот все лежит. И, честно, я вот так вот смотреть не совсем люблю шопиться. Мне нравится, когда минимализм, когда не так много вещей. И то есть ты глазами уже можешь выбирать то, что тебе нравится. Я сейчас просто говорила с подружкой по телефону и ходила по H&M. Там ничего такого не нашла, если честно, мне ничего не понравилось. А в Заре, оказывается, в целом вообще нет купальников. Оффлайн только можно купить онлайн. Вот, и сейчас я иду в магазин Lindex, если я правильно произношу. Нашла в Google Map, что там есть тоже купальники. Нужно посмотреть. Я не знала, что найти, что купальник это так сложно. Так, ребята, я нашла. Но единственное, у меня просто уже в Вене есть черный слитный, поэтому я склоняюсь к тому, чтобы не брать одинаковые, да, а что-нибудь такое разнообразненькое хотела. И у меня есть еще такой голубенький, поэтому голубенький тоже отпадает. Бежевенький вот такой вот, либо коричневый, тоже классный. Или вообще такой, да, леопардный. В общем, ребята, в жизни на самом деле это более такой нежный шоколадный оттенок, но на камере как будто он супер коричневый. Вот, я склоняюсь либо вот это вот слитный, тоже очень классный. Ой. В общем, ребята, я уже купила купальник, покажу вам уже в тот день, когда мы пойдем в остров. Но сегодня, мне кажется, мы точно не пойдем, потому что сегодня на улице чуть-чуть прохладнее, чем вчера.
Ну, то есть вот так вот ходить нормально, но если будем купаться, мне кажется, будет прохладненько, поэтому, скорее всего, мы поедем либо в воскресенье, либо в понедельник, посмотрим, смотря на погоду. А сейчас мой жених позвонил и сказал, что сейчас он приедет ко мне в сети город, и я пойду в Кикс, видно, нет, смотреть спрей и гель для бровей. Я просто подошла к консультанту и спросила, какой лучший фиксатор и какой лучший джель, потому что чем самой искать, потому что я сама тоже не очень хорошо разбираюсь в этом, и поскольку это новый магазин в новом городе, в новой стране, поэтому мне посоветовали этот фиксатор. Я еще его видела у сестры моего парня, она тоже недавно покупала себе, я такая думаю, может быть, мне тоже попробовать, но так и не взяла, и вот сейчас все-таки взяла. Вот так он вот выглядит, посмотрим потом, как будет на деле. А фиксатор мне посоветовали от Benefit, вот так вот выглядит, тоже посмотрим, сказали, что он очень классный. Мы сейчас приехали в Гренланд, называется станция. Это, в общем, азиатский район, где очень много азиатских магазинчиков, продуктов и халяльных магазинчиков очень много. И мы пришли в один из них и взяли рамен, кимчи. Вот. Просто чтобы вы знали, если вы будете в Осло, если вы любите азиатскую кухню так же, как и мы, то обязательно приходите. Мы сейчас берем домой, в общем, вот такие вот сэндвичи. Он говорит, что это очень-очень вкусно. It is really good. Я сейчас хотела попробовать косметику, которую я купила, и больше всего я очень хочу попробовать гель для бровей от Benefit. И знаете, что я поняла? Я поняла, что пока распаковывала свой фиксатор новый, я поняла, что он оказывается более чем 100 мл, который мне нельзя перевозить в аэропорту, потому что у меня нет багажа с собой. И, к сожалению, я не смогу его забрать в Австрию, но я приеду уже в конце июля обратно в Осло, и потом мы уже с Осло собираемся в Казахстан вместе, поэтому уже тогда заберу в Казахстан. Но я буду пользоваться завтра, попробую, как будет. Вот. Но, значит, в июле я все равно остаюсь без фиксатора. Жила до этого без него и буду жить, да, в июле. Ой, такой красивый вот гель для бровей от Benefit. И давайте попробуем. Ничего нет. В общем, вот так вот. Вам видно, нет? Что-то я не знаю. 2 hours later. Выглядит просто шикарно. Всем приятного аппетита. Thank you, Lavi. Later that same evening. Мы готовы смотреть футбол. Наш тапас, еще винишко. Вот здесь вот винишко. И тут у нас уже начинается потихоньку. Тарам! They did? Good!
Но, к сожалению, Халланд, капитан не играет, Нуса не играет, то есть хорошие игроки почему-то сегодня не играют. Я не знаю почему, но мне кажется, что из-за того, что эта игра не так сильно важна, потому что они все равно проходят через, следующий тур, если так говорится. Но вот во вторник игра очень важная, решающая игра, поэтому, думаю, во вторник будет прям офигенная игра. Good job. Why you look like this? Go, no! Oh, shit. You wanna see like spaces? Last one. Всем привет! Say hi! Hi. Мы уже в поезде, мы собираемся в гости к моей подруге. Я о ней еще не рассказывала, но я познакомилась недавно онлайн с одной девушкой, которая тоже из Казахстана. Я искала информацию про замужество с норвежцем, то есть после того, как мой парень сделал мне предложение, мы уже начали искать информацию, как это все происходит, потому что процесс чуть-чуть отличается, когда ты выходишь замуж, либо женишься с иностранкой, с иностранцем. И вот, когда мы искали в интернете разные информации, я искала, в общем, в ТикТоке. Когда он искал в официальных сайтах, я искала в ТикТоке. И я нашла одну девушку, которая из Казахстана, которая снимала видео с мужем норвежцем, то есть так же, как и у нас, то есть он норвежец, я казашка. Вот, и вот так вот я написала ей несколько вопросов, и она мне очень детально все это ответила. И так вот мы заобщались и начали общаться онлайн. И вот сегодня они с мужем нас пригласили домой, к ним, в город, то есть они живут в другом городе. И вот мы сейчас едем на поезде, точнее мы еще не отъехали, но всего час езды от Осло, поэтому я очень excited, я очень рада, я очень в предвкушении. Вот он уже вовсю слушает свои подкасты, а я буду сейчас монтировать этот влог, хоть начну. Вот такие вот дела. 1 hour later. Like this, down the coast, and we will go to Bergen as well. Вау! I will be there at least. One is like the first step. So happy I am, it's crazy. I'm just waiting for response from Skatteetaten that Yeah. this is lovely. It's No going to idea go. if they even got the documents. And, Oh, they any- Мы увиделись! Наконец-то! Идем сейчас кушать айскрим. Сейчас будем кушать мороженое и отдыхать, и развлекаться, и потом... Вот наши. Что там разговаривает о чем-то. Хай-хай! That's cool. That's a cool. Sweet, yes. Jag har fått en sån... Мы сейчас пришли в вот такой вот миленькую кафешку. И, ой, thank you. У тебя ванил, да? Да, обычный. Там вода. Она вот так вот идет, видишь? Да. И поэтому The это Germans потому, that что live in движение Fredrikstad, воды they разное. just kicked out the rich people from these houses, boats, and they're making like transferring planks down the Glomma. We're offering. Так, девочки, мы сделали салатик и еще делаем фри. Там мальчики делают бургеры, жарят гриль. Да. А это мой заказ с Казахстана. Это вот национальные казахские символочки. Вот. Классно. Наши парни здесь готовят. Грилят. Вау! Классно. Классно. Good. Ой, ёлки! Все, я жду тебя. Да я же никак не могу. Теперь прыгай на него. Ага, стой, теперь жди.
Дальше, разворачивайся, прыгай туда, прыгай туда. Ага, прыгай туда. Прыгай сюда. Ага, прыгай сюда. Теперь поворачивайся направо. Ты теперь Окей, а то. прыгаешь. Куда? Сюда наверх, сюда наверх. Где? Help me! Все, сюда прыгай. Наверх. Ой, ну. Окей, прыгаем. Профи. Two gamer girls. Так, все, наша еда готова. У нас здесь вот фри. Can do like this, I think. Yeah, you can put her away. Тут у нас еще We кукурузка. used, This aioli is Frederick's favorite. It's more like, I don't know how to explain the taste. Hey. Look at this plate. It's amazing. Where's my... Way more technically, more advanced. Yeah. Advanced sushi. Basically. Мы сейчас поиграли в игру, очень интересная игра, board game, называется Sushi Go Party. Это было очень интересно, если что, если вы тоже найдете эту игру, если увидите, то обязательно берите, попробуйте. И мы сейчас собираемся пить вино, и тут у нас ребята подготовили тапас, так же, как и вчера. Вот. И сейчас мы будем кушать еще. We're really lazy. I want some snacks. Is it Just really nice camera, yeah? Kremost and Ritz. I was very close to buying. Всем привет! Мы уже в Осло, точнее, мы вчера ночью приехали, и сейчас уже приплыли на остров обратно, тот же остров, где мы были в прошлый раз, и сейчас мы готовы плавать. Now it's the right time to do the right things. Сияет. I feel how this place has become an island of a cold and endless setting sun. Oh, longings going backwards to what was then, when the glorious shimmer surrounded the rising sun. You better stop it, you say. You better leave it that way. It doesn't have too much. Ну все, обратно уже уплываем в Осло. Japanese style? The concept is Japanese, but then I think the food is Japanese. Окей. Так, мы уже пришли. И приехав с острова, мы направились в необычный ресторан на ужин. Фишка этого ресторана в том, что ты заранее вообще не знаешь, что ты будешь есть. То есть каждое воскресенье шеф-повар сам составляет специальное меню, которого нет в основном меню ресторана. Нам принесли примерно 12, 13, не знаю, 14 небольших блюд. Сначала это было несколько закусок, потом основные блюда, и в конце нам подали десерт. Было очень интересно попробовать столько разных вкусов и сочетаний, но если честно, я все-таки поняла, что больше люблю сама выбирать по настроению, что я хочу заказать, что я хочу поесть. Но как необычный опыт мне очень даже понравилось. Ребята, только что монтировала этот влог, я поняла, что он уже довольно такой долгий и длинный, и я решила на этом остановиться. Сейчас мы собираемся на матч, как я уже вам говорила ранее, в стадион. И это я уже буду снимать в Инстаграм. Если что, подписывайтесь на мой Инстаграм, ТикТок, Телеграм, что у меня еще есть на Ютуб. Поэтому, да, всем спасибо за просмотр и всем пока-пока.